Всем привет! Сегодня снова вместе с вами я, автоэлектрик Сергей Зайцев. Вот к нам приехал долгожданный автомобиль Toyota CHR выпуска 2017 года. Сегодня на этот автомобиль будем устанавливать бесконтактный иммобилайзер Skybrake с датчиком перемещения. Продолжение нашей темы по установке иммобилайзера. Вот он у меня в руках. Мы определились уже с цепью блокировки, с местом размещения самого блочка. Разобрали автомобиль, посмотрели, куда будем прокладывать наши провода. Будем делать все довольно скрытно, чтобы иммобилайзер нельзя было сразу обнаружить. По цепи блокировки мы определились и решили в этот раз заблокировать питание форсунок. На питании форсунок у нас идет красный провод вот в этом разъеме. Вот для проверки я этот пин из разъема вынял. При обрыве питания двигатель глохнет. И ошибок при этом никаких не высвечивается на приборной панели. То есть мы смело можем этот провод использовать для блокировки. Я померил на нем ток потребления форсунок. При перегазовках до 6000 оборотов на этом проводе ток потребления форсунками составлял 1,26 ампера. Этого вполне хватает для подключения внутренней блокировки нашего иммобилайзера. Наш иммобилайзер рассчитан на долгосрочный коммутируемый ток 10 ампер, краткосрочный до 20 ампер. Итак, этот провод мы будем разрывать. Будет у нас здесь цепь блокировки. Но на этом проводе у нас появляется зажигание при его включении. То есть с этого же провода мы на иммобилайзер можем подать сигнал зажигания. То есть включение самого зажигания. Этот провод мы разорвем и отсюда подтянем провода в салон для подключения самого иммобилайзера. Провода мы будем прокладывать вдоль штатных проводов. Пойдут примерно вот так. И у нас есть резиновая заглушка, через которую мы можем проложить наши провода. Я определился с местом расположения основного блока. Сейчас вам примерно покажем. Его визуально не будет видно. Также провода от него я проложу вдоль штатного жгута. Если вы надумаете самостоятельно устанавливать иммобилайзер, то старайтесь как можно глубже, дальше и незаметнее установить сам блок иммобилайзера. Чтобы его как можно было сложнее обнаружить, как можно больше было потрачено время для его поисков. Я определился с местом расположения блока, нашел коммутируемый провод. Сейчас займусь прокладкой всех проводов, размещением блока. Буду делать соответствующие подключения. Начну с подкапотного пространства. Значит, я немножко разобрал, освободил место для доступа рук, чтобы можно было удобнее все подключиться. Сейчас я сниму эту изоляцию и постараюсь провода от иммобилайзера вплести в эту косу. И потом все назад соберу. Это будет создавать большую незаметность для дополнительных проводов. Дальше оттуда ответвление в такой же гофре я пущу туда до нашей резинки. Если вы помните, в прошлом видео я рассказывал про иммобилайзер и говорил, что
у них в основном у всех идут черные провода. Это усложняет поиск нужных проводов для того, чтобы разблокировать двигатель. Сейчас они у нас помечены вот такими бирочками. Мы можем по этим биркам подключить по приведенной в инструкции схеме. Но дело в том, что этих проводов, как видите, их мало, длины проводов. Поэтому мы будем их наращивать. И для того, чтобы сохранить всю конспирацию, мы также возьмем черные провода и будем укладывать черные провода. Потом мы их соединим с этими проводами. При подключении, когда вы уже подключите иммобилайзер, то эти бирочки снимаются. Для того, чтобы потом нельзя было по этим биркам, и зная схему данного устройства, данного иммобилайзера, восстановить всю схему подключения. Чтобы злоумышленник не смог воспользоваться вот этими подсказками. Эти бирочки после установки лучше снять. Для удобства прокладывания проводов я решил снять аккумулятор. Это нам позволяет лучше увидеть провода, которые идут туда. Ну и есть к чему привязаться. Значит, нашу скрутку я решил пропаять еще, чтобы контакт был надежным и через время не окисился. Возвращаю родную гофру на место, и сейчас я ее замотаю. Своих два провода я тоже пущу в гофру меньшего диаметра. Вот такая. Аналогичная штатной, черного цвета тоже. Как оно было до нашего внедрения, так мы все и возвращаем в том же виде, чтобы никто не подкопался. Так, я восстановил заводскую схему. Все замотал, как было, родное. Примотал свой провод. Вот он в гофре пошел. Проложил его вдоль короба с проводами. И дошел до резинки. Через эту резинку я буду затягивать провода в салон автомобиля. То есть я ее обрежу, и сюда пойдут мои провода. Итак, я уже затянул провода в салон автомобиля. Вот наша гофра торчит через штатный штуцер для прокладки проводов. Он был дополнительный здесь, мы этим воспользовались. Все, под капотом у нас в принципе уже все сделано. Можно собирать, возвращать все в исходное состояние. То есть сейчас мы поставим аккумулятор на место, прикрутим фильтр, все поподключаем, все разъемы и перейдем в салон автомобиля. Итак, я разобрал автомобиль немножко еще и дошел до момента подключения проводов. Сначала я начинаю подключать любое устройство с подключением массы. В нашей схеме массовый проводок был обозначен вот такой вот кембриком. Значит, этот проводок я в автомобиле нашел. Вот тут у нас был такой разъем, вот так стояло это все хозяйство. Вот на этом разъеме, только с ответной части, вот белый с черной полосой. Провод. Вот я его зачистил, сейчас я к нему примотаю свой черный провод. Блок я уже закрепил, как мы и оговаривали, в нужном месте. Значит, еще я снял тут воздуховод для лучшего доступа. Провода мои еще вот, пока еще вот тут находятся. Я буду тянуть в ту сторону руля и там буду подключать, соединяться с проводами, которые вывел из-под капота. У нас еще в комплекте есть вот такой
бузер, пищалочка. Эту пищалку я расположу в другой стороне, для того, что если вдруг захотят угнать автомобиль, чтобы как можно дальше поставить эту пищалку от основного блока. Чтобы сразу нельзя было обнаружить, где находится блок. А немножко надо было побегать по проводам, поискать, куда эти провода от этой пищалки идут. Вот массу я уже подключил. Мне уже ничего искать не нужно. Все остальные проводочки я соединяю с теми проводами, которые у меня вышли из-под капота. 3 провода идет туда, а 4-й провод идет на бузер. У меня из-под капота вышло 2 провода, которые уходят на блокировку двигателя и на зажигание. Я их изначально пометил. Вот этот длинный провод, на нем у меня появляется зажигание при включении замка зажигания. Вот этот, который короче, это уходит на блокировку двигателя. Этот короче провод я приматываю к проводу с цифрой номер 1 от блока иммобилайзера. Второй провод с цифрой номер 1 и провод зажигания я скручиваю вместе и соединяю на вот этот более длинный провод. То есть это будет плюс зажигание. Провод под номером 7 я подключил к пищалке. От пищалки остался еще один красный проводочек. Я его тоже подключу на этот длинный провод. В принципе, это все подключение. Сейчас я все подключу, и нашей задачей останется все проверить, как оно работает перед сборкой автомобиля. Как и все Тойоты, легко разбираются, легко и собираются. Процесс, я думаю, вам этот будет не интересен, потому что все элементарно. Все держится на клипсах. Саморезов всего тут, по-моему, аж 1 или 2. Скручиваем и проверяем. Иммобилайзер у нас уже подключен. Вот бирочки, которые были на проводах, я их все поснимал. Сейчас мы начнем проверку работоспособности иммобилайзера. Вот метка, вот батарейка от метки. Она у нас пока разобрана. Наш иммобилайзер метку пока не видит. Сейчас я включу зажигание. Если иммобилайзер не распознает метку, то позвучат звуковые сигналы, предупреждающие о том, что метка не прочитана. Вследствие чего автомобиль нельзя будет завести. Вот, иммобилайзер подает звуковые сигналы. Сейчас я попробую завести. Автомобиль у нас не заводится. Я вставлю батарейку в метку. На метке у нас есть светодиодик. При вставлении батарейки в метку этот светодиод также служит индикатором исправности самой батарейки. То есть если батарейка исправна, светодиодик у нас моргнет. Дальнейшие действия следующие. Я включу зажигание. Если наша метка прочитается, то опять-таки здесь на плате должен моргнуть светодиодик. Включаю зажигание. Вот, моргнул светодиодик. То есть иммобилайзер увидел нашу метку. Теперь я могу смело заводить двигатель. Вот двигатель завелся. Радиус действия метки где-то до 5 метров. То есть в радиусе 5 метров я могу уходить с этой меткой, и двигатель будет продолжать работать. Но если я превышу этот радиус, то иммобилайзер потеряет метку, и через определенное время он просто может заглушить двигатель. Когда иммобилайзер потеряет метку, то он начнет подавать звуковые сигналы, предупреждая о том, что метка потеряна. Если вы едете за рулем, а я вам напомню, что метка опрашивается постоянно, если вы услышали
такие предупреждающие сигналы, это может говорить о том, что у вас в метке села батарейка. Но до этого при первых заводках двигателя, если у вас севшая батарейка в метке, то иммобилайзер вас будет об этом предупреждать. Но если вы проигнорировали все его предупреждения и севшей батарейкой продолжали движение, то в процессе движения могут последовать предупреждающие сигналы, и вследствие чего у вас будет заглушен двигатель. В среднем этой батарейки хватает на год. Мой вам совет, чтобы не возиться с вводом пин-кода, лучше всегда в запасе иметь запасную батарейку. Сейчас я с метки выйму батарейку, посмотрим, что будет нам говорить наш иммобилайзер. Он дает возможность нам работать некоторое время. После истечения этого времени иммобилайзер начнет подавать звуковые сигналы, предупреждая о том, что метка потеряна. Этот иммобилайзер у нас со встроенным датчиком перемещения. То есть, о чем это говорит? О том, что если мы будем сейчас стоять и никуда не двигаться, то после того, как метка потеряна, у нас двигатель может продолжать работать. Но как только мы начнем перемещение на автомобиле, у нас двигатель будет заблокирован. Так, ну это ждать минуту-две. Итак, вот наш иммобилайзер начал подавать предупреждающие сигналы о том, что метка у нас не прочитана. Вот наша метка, она без батарейки. Теперь сигналы изменились. Иммобилайзер говорит о том, что метка у нас не прочитана. И после этого теперь он может заглушить двигатель, если мы начнем перемещение на автомобиле. Можем это дело продемонстрировать. Вот я начал движение, и иммобилайзер заблокировал работу двигателя. То есть теперь я не могу ехать. Сейчас, если я опять заглушу двигатель, я опять смогу его завести. Но как только я начну движение, иммобилайзер опять заблокирует двигатель. Вот, двигатель завелся. Пробуем перемещаться. И опять мы заглохли. Вот так работает наш иммобилайзер. Итак, мы на этот автомобиль установили наш иммобилайзер. Напомню, что это был Skybreak с датчиком перемещения. Иммобилайзер — это скрытное устройство, которое нельзя обнаружить невооруженным глазом. И вообще, если вы не понимаете в этом ничего, то вы даже не поймете, почему ваш автомобиль никуда не едет. Особенность иммобилайзера еще в том, если сравнивать его с сигнализацией, то его нельзя сосканировать. То есть, если код сигнализации, код брелка можно перехватить код грабером, то код иммобилайзера перехватить никак нельзя. Вследствие того, что иммобилайзер начинает работать только после включения зажигания, и радиус действия метки ограничен расстоянием в 5 метров. На этом сегодня все. Будем собирать автомобиль и звонить клиенту, отдавать, чтобы он шел, забирал его. Всем пока, до новых встреч в эфире.